Весна 2021 года. Самое время прятаться в бункере. Кстати, в бункере мы сейчас и находимся. В Музее холодной войны, бункер 42 на Таганке. И в бункере сегодня мы поговорим о том, что такое холодная война. Давайте разберемся. Откуда возникло вообще словосочетание «холодная война» «the Cold War»? Кто употребил его в первый раз? Считается, что известный британский писатель Джордж Оруэлл, автор романа «1984. Скотный двор», но немножко в другом контексте. Оруэлл имел под холодной войной не противостояние двух сверхдержав и даже не конфликт между двумя социальными системами. Оруэлл имел в виду, что если американская атомная монополия будет разрушена и в мире появится еще несколько крупных держав с ядерным оружием, они будут держаться высокомерно по отношению к другим и будут находиться по отношению к другим странам в состоянии холодной войны. Джордж Оруэлл был не единственный, кто стал употреблять термин «холодная война». Советник президента Гарри Трумана, господин Барух, выступая перед Палатой представителей Южной Каролины, впервые на политическом уровне назвал то состояние, в котором очутился мир, холодной войной. Название прижилось и по обе стороны баррикад, и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе, и в Европе, и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке. Прижился термин «холодная война». Ее отличие от горячей в том, что мировые лидеры не идут в лобовое столкновение, не воюют напрямую друг с другом, но воюют друг с другом все равно на территории третьих стран, воюют экономически, воюют политически, воюют информационно. Состояние неприязни, крайнего напряжения, подозрительности и желания подставить ножку оппоненту. Вот это и есть холодная война. Не сотрудничество, а постоянное противодействие, восприятие другой страны сквозь оптический прицел. Однако, когда закончилась Вторая мировая война в 1945 году, никто не думал, что вчерашние союзники буквально через несколько лет станут оппонентами, даже врагами, и начнут вести друг против друга холодную войну. Наоборот, державы-победительницы, Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания и те страны, которые их поддержали в борьбе с нацизмом, хотели сделать мир безопаснее, хотели сделать мир преуспевающим, более богатым, хотели сделать все, чтобы конфликты, подобные Второй мировой войне, никогда больше не происходили. И для этого они предпринимали немало усилий. Еще в июле 1944 года, когда война еще шла, на Бреттон-Вудской конференции в США начал конструироваться новый мир в плане экономики. В США, в городе Бреттон-Вудс, собрались представители 44 стран мира, и они стали решать, каким будет экономическая модель мира будущего. Было принято два важных решения о создании Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития. Международный валютный фонд должен был отвечать за развитие мировой экономики. Его уставной капитал составлял почти 9 миллиардов долларов, что было достаточно много по тогдашним ценам. И три самые большие квоты получили державы-победительницы – США, Великобритания и Советский Союз. Международный банк реконструкции и развития был призван ускорить экономическое развитие стран мира путем гарантий инвесторов, путем кредитов, а также способствовать послевоенному восстановлению экономик, пострадавших от войны государств. Кроме того, в Бреттон-Вудсе произошла фиксация цен на золото, вернее, привязка доллара к золоту. $35 за одну тройскую унцию при свободном обмене. Доллар становился мировой резервной валютой. Это было понятно. США вышли из войны самой развитой в экономическом плане страной. И понятно, что мир по-американски виделся так. Создание глобальной экономики, где США будут занимать прочные, доминирующие позиции. Но при этом в США понимали, что участие Советского Союза и стран, выбравших социалистический путь развития, в этой глобальной экономике абсолютно необходимо. Иными были взгляды советского руководства.
СССР очень сильно пострадал в своей истории от вторжений Запада. Поэтому Советский Союз исходил из того, что главными являются вопросы безопасности. А обеспечить свои западные границы СССР мог только создав на них буферную зону. Поэтому Советский Союз целенаправленно двигался к созданию своей сферы влияния. И в этом понимании было различным. В понимании Советского Союза сфера влияния означала политический и экономический контроль Советского Союза над рядом соседних стран. США, допуская, что у Советского Союза может быть своя зона влияния в Восточной Европе, полагали, что все-таки определенный доступ США и других стран в эту зону будет сохраняться. В какой-то момент советская и американская позиции были близки, но потом появились расхождения. В любом случае, Бреттон-Вудская финансовая конференция, прошедшая в июле 1944 года, была одним из первых камней, фундамент нового послевоенного мира. Там говорили об экономике. Однако в феврале 1945 года в Ялте, в Советском Союзе, на повестке были уже другие вопросы. Прежде всего, вопросы территориального переустройства, политического будущего Европы и вопросы безопасности. В Ялте одним из основных вопросов был вопрос о границах Польши и вообще о политическом будущем Польши. Было принято решение, что восточная граница Польши, советско-польская, пройдет примерно по линии Керзона. Это та самая линия, которую в 1920 году в качестве границы предлагал британский лорд Керзон, пытавшийся остановить советско-польскую войну. Таким образом, территории Западной Белоруссии и Западной Украины, которые в 1939 году отошли к Советскому Союзу, оставались в составе Советского Союза. Польша, потеряв их, получала компенсации за счет побежденной Германии. Получала почти 2/3 Восточной Пруссии, Силезии и некоторые другие германские территории. Германия, как страна, проигравшая войну, должна была платить. Также на Ялтинской конференции был принципиально согласован вопрос о разделе Германии на 4 оккупационные зоны – советскую, американскую, британскую и французскую. Изначально США не хотели выделять отдельную зону оккупации Франции, потому что Франция капитулировала перед гитлеровской Германией в 1940 году. Однако, по настоянию Великобритании, а также и Советского Союза, американцы уступили, и Франция получила свою оккупационную зону. Но не только Германия была разделена на 4 оккупационные зоны. Берлин, столица Германии, также был поделен на 4 сектора – советский, британский, французский и американский. Германией должны были управлять державы-победительницы. Во всяком случае, некоторое время. В Ялте также обсуждался вопрос о том, что будет на Балканах, в взрывоопасном регионе Европы. Было принято решение, что Советский Союз откажется поддерживать коммунистов в Греции, и Великобритания сохранит преобладающее влияние в этой стране. В обмен на это союзники пошли навстречу Советскому Союзу, и коммунисты под руководством Иосипа Броз Тита были признаны единственной политической силой в Югославии. То есть фактически Запад согласился с тем, что у власти в Югославии будут находиться коммунисты. В Ялте также обсуждался важный вопрос о репарациях с побежденной Германией. Конкретные суммы не назывались, но было принято решение о том, что 50% всех репараций с Германией придутся на долю Советского Союза, как наиболее пострадавшей страны, а остальные 50% будут распределены в разных долях между остальными странами-членами антигитлеровской коалиции. Наконец, в Ялте Сталин дал обещание Рузвельту и Черчиллю не позже, чем через 3 месяца после окончания войны в Европе вступить в войну против Японии, которая оставалась союзником Германии и после капитуляции Германии продолжила войну в бассейне Тихого океана. И надо сказать, что Советский Союз выполнил свое обещание и в августе 1945 года объявил войну Японии. Третьей конференцией, на которой решалась судьба послевоенного мира, была Потсдамская. Она прошла в июле-августе 1945 года уже на территории побежденной Германии. В Потсдаме стороны обсуждали прежде всего вопросы европейской безопасности и будущего Германии. Произошли изменения. В апреле 1945 года скончался президент США Франклин Делано Рузвельт, при котором и был создан Советско-американский союз в борьбе против гитлеровской Германии. Во главе Соединенных Штатов стал Гарри Труман, вице-президент в администрации Рузвельта. Также в Потсдаме произошли и другие изменения. Глава британской делегации, премьер-министр Уинстон Черчилль,
как раз во время Потсдамской конференции с треском проиграл парламентские выборы. Он предчувствовал свое поражение. И поэтому в состав делегации включил своего политического оппонента, лидера лейбористов Клемента Этли. Черчилль справедливо полагал, что если он проиграет выборы, ему придется уехать. И Этли, который мог победить, должен быть в курсе всех дел. Таким образом, в Потсдаме Рузвельта заменил Трумэн, а Черчилль участвовал только в половине всех заседаний. И вместо него продолжил участвовать Клемент Этли. Только Сталин оставался неизменным и в Ялте, и в Потсдаме. Интересно, что именно в Потсдаме президент Трумэн сообщил Сталину, как он думал, сногсшибательную новость. У США появилась атомная бомба. Дело в том, что летом 1945 года Соединенные Штаты провели испытания атомного оружия и сделали это успешно. Но реакция Сталина разочаровала Трумэна. Он и бровью не повел. Трумэн решил, и сказал об этом Черчиллю, что Сталин просто не понял, о каком оружии сообщил ему Трумэн. Но Сталин прекрасно все понял, потому что в кулуарах Потсдамской конференции он немедленно отдал распоряжение об ускорении развития советской атомной программы. Итак, о чем договорились в Потсдаме? Прежде всего, создать Совет министров иностранных дел. Этот орган должен будет выработать мирные договора с союзниками Германии, коих было немало. В их число входили Финляндия, Венгрия, Румыния, Италия, Болгария. Эти страны воевали на стороне гитлеровской Германии в Европе, и теперь требовалось урегулировать отношения с ними после окончания войны. Также в Потсдаме было принято решение о том, что делать дальше с побежденной Германией. Была принята программа 4 «Д». Денацификация означала, что все политики, запятнавшие себя сотрудничеством с нацистским режимом, должны быть удалены, а если они еще совершали крупные преступления, должны быть за это наказаны. Демилитаризация. Это означало демонтаж вермахта, разоружение германских вооруженных сил. Декартелизация. Демонтаж немецкой тяжелой промышленности. И демократизация, то есть создание свободной, демократической, неагрессивной Германии. На протяжении 20 века Германия дважды развязывала мировые войны, первую и вторую. И союзники, победившие в войне, были полны решимости сделать так, чтобы Германия больше никогда не смогла это сделать. Именно эта программа 4D формально легла в основу урегулирования отношений с Германией после войны. Пока временно, до создания демократического германского правительства, верховную власть Германии должны были осуществлять военные представители СССР, США, Великобритании и Франции. Каждый в своих оккупационных зонах. Но, как договорились в Потсдаме, они должны были управлять Германией как единой страной, как единым целым. Но это не совсем получилось. В Потсдаме очень остро обсуждался вопрос репараций, который необходимо было взять с побежденной Германии. Если в Ялте он не носил конкретного характера, то в Потсдаме было принято решение, что союзники будут брать свои репарации, каждая из своей оккупационной зоны. Но это не очень устраивало Советский Союз. Он понес наибольшие потери в войне, однако основной промышленный потенциал Германии находился не в восточной части страны, в советской зоне оккупации, а на западе, в Руре, на Рейне. И поэтому Советский Союз предложил передать ему часть оборудования из западных областей. После долгих переговоров союзники пошли навстречу. Наконец, четвертым краеугольным камнем послевоенного мира была конференция в Сан-Франциско. Ей предшествовала конференция в Думпортон-Окси в 1944 году. Однако именно в Сан-Франциско было принято решение о создании Организации Объединенных Наций. Был утвержден устав ООН. С апреля по июнь проходила эта конференция в США, и с 24 октября 1945 года устав ООН вступил в силу. Почему было важно создать ООН? Ведь ранее в истории уже был проект создания некого общего межнационального органа, который помогал странам избегать войн. Это был проект Лиги наций. И Лига наций существовала, и в 20-30-е годы вела активную деятельность, однако проект провалился. Разразилась Вторая мировая война, и Лига наций не состоялась. На ее место пришла Организация Объединенных Наций, Всемирный форум. Однако были и принципиальные отличия ООН от Лиги наций. Центральным органом ООН стал Совет Безопасности.
который включал в себя 5 постоянных членов. Это Советский Союз, США и Великобритания. Туда по настоянию США был также добавлен Китай, а по настоянию Великобритании — Франция. Итак, СССР, Великобритания, Франция, США, Китай. Каждая из этих стран обладала в Совете Безопасности правом вето, то есть могло отклонить любые решения. Таким образом, права каждой из держав-победительниц и каждого постоянного члена Совбеза ООН были защищены. ООН стала тем международным форумом, на котором должна была строиться вся архитектура послевоенной безопасности. Война закончилась, и, казалось бы, архитектура послевоенного мира была вполне понятной. Вместе с тем, на международной арене произошли очень серьезные изменения. Традиционно на мировую политику всегда оказывали влияние несколько великих держав. В разное время их число колебалось от 5 до 7. К их числу относились Российская империя, Великобритания, Франция, Германия, Австро-Венгрия, позже Япония и США. Однако Вторая мировая война все изменила. Две страны, Советский Союз и Соединенные Штаты, стали гораздо мощнее всех остальных. США — абсолютно крупнейшая экономика мира. Советский Союз — крупнейшая военная держава, которая помимо своей территории контролировала половину Европы. Возможности Советского Союза и США были гораздо больше возможностей побежденных Германии, Японии, Италии и сильно истощенных в войне Великобритании и Франции. Да, Советский Союз тоже серьезно пострадал, однако он обладал непререкаемым моральным авторитетом победителя нацизма и очень сильными вооруженными силами. В итоге появилось понятие сверхдержавы, чего раньше не было. Сверхдержава, то есть держава, которая на порядке превосходит любую другую. Две появившиеся сверхдержавы, США и СССР, по-разному смотрели на новый мир. Они обладали разными подходами. Если для США необходимо было прежде всего создать глобальную экономику, то для Советского Союза прежде всего было необходимо обеспечить собственную безопасность, получить абсолютные гарантии безопасности. И это было понятно, особенно после того, как Советский Союз так сильно пострадал во Второй мировой войне. Вот тут были зерна первых проблем. Разное понимание в Москве и Вашингтоне, каким должен быть новый мир. Пока еще разногласия между союзниками не выходили за границы дипломатической переписки, сотрудник американского посольства Джордж Кеннон написал знаменитую длинную телеграмму и отослал ее в Государственный департамент. Ее прочитал президент Трумэн и разослал всем дипломатическим ведомствам США и военному командованию. Джордж Кеннон в своей длинной телеграмме говорил, что советскому строю изначально присущ экспансионизм, что Советский Союз будет стремиться вырваться за пределы той сферы влияния, которую получил в Ялте и Потсдаме. США надо быть к этому готовы, и надо сдерживать советские устремления. Таким образом, Джордж Кеннон призвал к сдерживанию Советского Союза. Конечно, эта телеграмма была секретной. Конечно, она была отправлена из американского посольства в американский государственный департамент. Однако уже в 1947 году под псевдонимом мистера Икс Кеннон опубликовал полный текст этой телеграммы в известном американском журнале Foreign Affairs. Однако разногласия между союзниками не удалось скрыть, и они вышли в публичное поле. В марте 1946 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, как частное лицо, приехав в США, выступил в университете в Фултоне. Среди слушателей был и президент США Гарри Трумэн. Черчилль обвинил Советский Союз в строительстве железного занавеса в Европе. От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике протянулся железный занавес, сказал Черчилль. И фактически он обвинил СССР в том, что он захватил половину Европы. Трумэн, который сидел в зале, не выступил с осуждением. И он разделял взгляды Черчилля, но пока не выражал их публично. Сталин очень сильно обиделся и дал интервью газете «Правда», где назвал Черчилля поджигателем войны. Таким образом, первая публичная пикировка между бывшими союзниками после окончания Второй мировой войны — это выступление Черчилля в Фултоне и интервью Сталина «Правде». Вместе с тем, помимо пикировок в прессе, появились и первые реальные конфликты. Они были связаны с тремя странами — с Ираном, с Турцией и с Грецией.
Иран занимали советские, британские, американские войска с 1941 года для того, чтобы обеспечить транзитный коридор товаров по ленд-лизу на советскую территорию, а также для того, чтобы удержать Иран от того, чтобы он стал союзником Германии. После окончания войны иранское правительство попросило союзников удалиться. Американские и британские войска ушли достаточно быстро, а Советский Союз задержался. Дело в том, что в Москве симпатизировали Народной партии Ирана, которая подняла восстание против центрального шахского правительства. Кроме того, СССР вел торг с правительством Ирана по поводу нового соглашения об экономическом сотрудничестве и решил оказать давление на Тегеран. Это очень сильно возмутило США и Великобританию. Они чувствовали себя обманутыми. Действительно, американские и британские войска Иран покинули, а советские остались. И Трумэн, и Этли высказали претензии Сталина. Через несколько месяцев, в мае 1946 года, советские войска также ушли из Ирана, но осадок остался. Что касается Турции, то после окончания войны в 1945 году Советский Союз отказался от продления договора о дружбе с Турцией, мотивируя это тем, что необходимо создать режим совместной обороны Черноморских проливов. СССР очень хотел получить военную базу в Дарданеллах. Это позволило бы контролировать этот стратегически важный пролив, а также обеспечивать безопасность Черного моря. Вместе с тем, СССР также предъявил и территориальные претензии к Турции. Дело в том, что в 1921 году по мирному договору между Советской Россией и Турцией часть территории бывшей Российской империи отошла к Турции. И теперь Советский Союз настаивал на необходимости исправить границы и вернуть бывшие имперские территории обратно в состав Советского Союза. Турция отвергла советские требования и в этом нашла поддержку со стороны США и Великобритании. Наконец, Греция. В Греции в годы оккупации, а Греция была оккупирована немецкими войсками, очень сильны были позиции коммунистов. Коммунистические партизаны фактически освободили почти 2/3 территории Греции. И когда немцы ушли, в Грецию вернулись королевские войска и вступили в столкновение с коммунистами. В Греции началась гражданская война, которая продлилась несколько лет. Сталин обещал не оказывать поддержку греческим коммунистам и не оказывал ее, потому что не хотел ссориться с США и Великобританией и не хотел раздражать союзную тогда Югославию. Однако США и Великобритания подозревали, что Сталин может рано или поздно поддержать греческих коммунистов. Складывалась нехорошая с точки зрения Вашингтона ситуация. СССР оказывал давление на Иран, на Турцию, на Грецию. Требовалось что-то предпринять. Итак, 12 марта 1947 года родилась первая доктрина холодной войны. Доктрина Трумэна или доктрина сдерживания. Она предусматривала, что США окажут любую помощь Турции и Греции в случае давления на них со стороны коммунистического Советского Союза. Фактически США взяли обязательство защищать Турцию и Грецию от СССР. Эта первая доктрина холодной войны была определенным рубежом. В 1947 году стало окончательно ясно. Началась холодная война. Началось противостояние Советского Союза и его бывших союзников по антигитлеровской коалиции во главе с США. Конечно, события в Иране, в Турции, в Греции вызывали определенное раздражение в отношениях между СССР и США. Однако, все-таки главным нервом холодной войны была Германия. Германия была разделена на 4 зоны. Берлин был поделен на 4 сектора. Однако конфликты между союзниками начались сначала на экономической почве. Советская зона оккупации, восток Германии, была житницей некогда единой страны. Там было сосредоточено основное сельскохозяйственное производство. Запад Германии был промышленным. Рур, Рейн, Саар — это каменный уголь, железная руда и промышленные товары. И, конечно же, союзники, договорившись в Потсдаме о том, что будут управлять Германией как единым экономическим целым, этого не делали. Советский Союз не допускал сельскохозяйственные товары в западные зоны. Западных зон не шел поток промышленных товаров в восточную зону. И ничего нельзя было с этим поделать, противоречия нарастали. В итоге США и Великобритания решились на сепаратные действия. Они объединили свои оккупационные зоны в экономическом плане. Так появилась
Бизония. Через некоторое время, после долгих уговоров, к ним приникла Франция. И к 1948 году появилось такое название Тризония. Это название обозначало 3 западные оккупационные зоны, которые управлялись как единое экономическое целое. Таким образом, произошла экономическая сепаратизация Германии на запад и на восток. Дальше больше. Союзники решили провести в западных зонах денежную реформу. И летом 1948 года стали выпускать новую валюту. Для Советского Союза это означало проблему в Восточной Германии, поскольку население западных зон оккупации меняло старые деньги на новые, и огромный поток необеспеченной старой валюты хлынул через открытый Берлин в восточную зону оккупации, в советскую зону. Советский Союз не мог этого допустить. И поэтому Сталин принял решение о блокаде Западного Берлина. Это означало блокаду всех железных и автомобильных дорог в Западный Берлин. Союзники устроили воздушный мост в Западный Берлин. И с лета 1948 по весну 1949 года все необходимое доставлялось в Берлин самолетами. Конечно же, возникла впервые угроза прямого военного столкновения СССР и США, потому что многие в Вашингтоне желали пробить коридор в Западный Берлин военной силой. А это означало пройти советскую зону оккупации и вступить в столкновение с частями советской армии, занимавшими Восточную Германию. До этого дела не дошло. Однако длившаяся много месяцев блокада Западного Берлина показала, что война в Европе между СССР с одной стороны и США и их союзниками с другой вполне реальна и вполне возможна. Именно первый Берлинский кризис, а будет еще второй в 1961 году, так вот, именно первый Берлинский кризис стимулировал активизацию блокового строительства в Европе. Конечно же, в Европе думали о том, как обеспечить свою безопасность после войны. Например, в Дюнкерке в 1947 году Великобритания и Франция заключили договор. Дюнкеркский договор не носил явной антисоветской направленности. Однако он предусматривал, что если что-то в Европе пойдет не так, то союзники приступят к консультациям. Берлинский кризис спровоцировал расширение этого договора. На его месте возник Западный Союз или Брюссельский пакт. Это был договор о коллективной самообороне Великобритании, Франции, Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Фактически первый блок в Европе и первый договор о коллективной самообороне после окончания Второй мировой войны. Этим моментально воспользовались США. В 1948 году Сенат США принимает резолюцию Ванденберга, которая предусматривала для США право заключать союзы с государствами в восточном полушарии. Это очень важная веха. Благодаря резолюции Ванденберга США отказываются от политики изоляционизма. Да, США участвовали в Первой мировой войне, но потом ментально вернулись себе на континент. С времен доктрины Монро 1823 года США взяли себе за правило не вмешиваться в европейские дела. Сейчас же резолюция Ванденберга означала, что США всерьез и надолго порвались с практикой изоляционизма и теперь будут активно вовлекаться в международные дела. Для американской политики это была революция. Так вот, воспользовавшись началом блокового строительства в Европе, поддержав его, США решили придать ему не европейский, а евроатлантический смысл. И поэтому за месяц до окончания Первого Берлинского кризиса 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан договор о создании организации Североатлантического договора, известной как НАТО. Это то самое НАТО, которое является для политической элиты в России своего рода пугалом. Мы помним решение НАТО в 90-е годы и в начале 21 века. НАТО — единственный дошедший до нашего времени крупный реликт холодной войны. Самый большой военно-политический альянс в истории. Но изначально он состоял всего из 12 стран. Вашингтонский договор подписали 2 североамериканских государства — США и Канада, а также целый ряд европейских стран — Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия, Португалия,
Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Пока это еще даже не было организацией. Это был договор о коллективной самообороне. Вашингтонский договор предусматривал, что нападение на одну из стран-участниц НАТО является одновременно нападением на всех. На Советский Союз создание НАТО тогда, в 1949 году, не произвело большого впечатления, поскольку СССР уверенно чувствовал себя в Европе, его войска занимали практически всю восточную часть континента, и он не хотел давать повода американцам думать, что он чем-то напуган. Гораздо больше интересовало Сталина положение в Германии. После окончания Первого Берлинского кризиса, после создания НАТО, стало понятно, что Германия уже не будет единой. Но первый шаг сделали западные союзники. В сентябре 1949 года было объявлено о создании Федеративной Республики Германии со столицей в городе Бонн. В ответ на это в октябре 1949 года была создана Германская Демократическая Республика в советской зоне оккупации. Таким образом, в политическом плане Германия оказалась разделенной. Появилась ФРГ и ГДР, но не только на две части. Вплоть до 1958 года Франция активно лоббировала СААР в качестве независимого государства. На чемпионате мира по футболу 1954 года СААР выступал даже отдельной футбольной командой. Но потом, в 1958 году, когда президент Франции Шарль де Голль пошел на сближение с ФРГ, СААР был включен в состав Западной Германии. Кроме того, Западный Берлин. На Западе полагали, что он должен стать частью ФРГ. У Советского Союза было иное мнение. И фактически Западный Берлин функционировал как полунезависимое государственное образование. Его окончательный статус был урегулирован только в 1971 году. Таким образом, Германия как бы раскололась на две большие и две маленькие части. ГДР, ФРГ, СААР и Западный Берлин. Но фактически в историографии Холодной войны все говорят о двух частях Германии. Восточная Германия, ГДР, и Западная Германия, ФРГ. Раскол Германии стал свершившимся фактом, и формирование в Западной Европе и Северной Америке крупного военно-политического блока тоже стало реальностью. Таким образом, Европу охватило блоковое строительство. Советский Союз был вынужден отвечать, и он ответил. СССР заключил двусторонние договора о сотрудничестве со странами Восточной Европы. Фактически стал активно формировать свою буферную зону, в которую были включены Польша, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Албания. Потому что с Югославией у Советского Союза начался конфликт. И конфликт этот между Сталином и Иосипом Брос Тито начался во многом из-за того, что Советский Союз очень активно приступил к формированию этой самой буферной зоны. И планы Сталина столкнулись с планами Тита. Тито хотел расширить Югославию, хотел на основе Югославии создать крупную конфедерацию балканских народов, в которую бы вошли сама Югославия, Болгария, Албания, возможно, Венгрия и Греция. Конечно же, Сталин не мог этого допустить, поскольку задачей Советского Союза было создание именно буферной зоны, которая прикрывала бы западные границы. И в эту историю никак не вписывались планы Тита. Конечно, конфликт между СССР и Югославией был гораздо глубже, но в основе его лежало это. Таким образом, Югославия стала проводить все более независимый политический курс. С 1948 года между Белградом и Москвой начинается открытый политический конфликт, который был урегулирован уже после смерти Сталина. И Югославия в итоге в годы Холодной войны играла уникальную роль. Будучи социалистическим государством, она не входила ни в восточный, ни в западный блок. И даже пыталась играть самостоятельную роль в мировой политике, став одним из лидеров движения неприсоединения. Но это уже совсем другая история. Советский Союз не стал сразу строить военно-политический блок. Он предпочел создать Совет экономической взаимопомощи, который бы экономически связал Советский Союз с Восточной Европой. Этот совет был создан в 1949 году и просуществовал вплоть до 1991 года. СЭФ был своего рода ответом на экономическую политику США в Западной Европе. Дело в том, что в 1947 году госсекретарь США Маршалл
объявил, что Европе необходим план реконструкции, экономической реконструкции. Так появился план Маршалла, который вступил в силу в 1948 году. США стали оказывать широкомасштабную помощь странам Западной Европы и при этом ставили только одно условие – выгнать коммунистов из правительства. И это была реальная угроза для США. В таких крупных западноевропейских странах, как Италия и Франция, позиции коммунистов были очень сильны. В Италии вплоть до 1948 года была реальная угроза прихода к власти коммунистов. Во Франции коммунисты и социалисты также занимали традиционно сильные позиции. В итоге США ставили как бы ультиматум Западной Европе. Вы хотите экономическую помощь? Мы готовы вам ее предоставить. Однако откажитесь от коммунизма. Таким образом, к 1949 году Европа была поделена и экономически, и политически. Отношения между бывшими союзниками были кардинально испорчены. И вопрос нарастания напряженности был лишь вопросом времени. Серьезным вопросом, который вызывал разногласия между США и СССР, был атомный. Летом 1945 года США стали ядерной державой. Советский Союз только в августе 1949 года испытал свою ядерную бомбу. С 1945 по 1949 год, 4 года, США обладали абсолютной атомной монополией. Да, конечно, в 1945 году американская промышленность могла производить не более 2 атомных бомб в год, но потом производство расширилось. И Советский Союз мог ответить на это в случае конфликта с США только массированным вторжением в Западную Европу обычными вооружениями. Однако это был путь никуда. Атомную войну СССР выиграть у США не мог, у него не было атомной бомбы. Но американская атомная монополия раздражала не только Советский Союз. Та же Великобритания, ближайшая союзница США, очень много помогавшая американцам в атомных разработках, на финальной стадии была отстранена от них. Британия тоже хотела стать ядерной державой и стала ею в 1952 году. Однако все больше и больше стран мира хотели того, чтобы атомного оружия не было вообще. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки произвели очень сильное впечатление на общественное мнение во многих странах мира. Поэтому США действовали в вопросе атомной монополии крайне осторожно. США выдвинули несколько инициатив, что дальше делать в атомной сфере на международном уровне. В частности, был предложен план Баруха – создать при ООН особую комиссию по атомной энергии. В ее рамках американцы делились бы атомными секретами с другими странами. Однако делали бы инспекции под международным контролем в другие страны, чтобы получать информацию о том, как развиваются их атомные программы. Советский Союз изначально заинтересовался этим планом, но выдвинул 2 условия. Первое – это отказ от атомного оружия вообще. То есть Советский Союз хотел, чтобы США отказались от атомной бомбы. И второе, для Советского Союза были неприемлемы международные инспекции. В итоге первоначальный план Баруха был отвергнут. Работа комиссии ООН по атомной энергии была парализована, а потом сама комиссия ликвидирована. Поставить атомную энергию под международный контроль, под контроль ООН, не удалось. Американцы сохраняли атомную монополию до 1949 года. Она была прервана Советским Союзом. В 1952 году атомной державой стала Великобритания, в 1960-м Франция, в 1964-м Китай. И долгое время эта ядерная пятерка сохраняла свои позиции. Таким образом, атомная монополия США оказывала серьезное давление на Советский Союз и вынуждала его искать способы усилить свои позиции в мире. Она была серьезным яблоком раздора в отношениях между союзниками. Итак, к 1949 году политическая обстановка в мире была предельно ясна. В Европе началось блоковое строительство. Атомная монополия США была разрушена. Началась настоящая холодная война. Но пока это были угрозы, дипломатические уколы, информационные пикировки. Однако уже совсем скоро развернулась настоящая бойня. Холодная война пошла в Азию, и первым результатом этого стала кровавая война в Корее